Всем привет! Уже на въезде в Ипох меня еще раз догнала тема пещер, хотя и немного в сокращенном виде. Сначала я хотел заехать в храм Кек-Луктонг. Это буддийский храм, который сделан прямо внутри пещеры. Снаружи скала выглядела очень мощно, но я даже на территорию храма не проехал. Он был закрыт. Как гласила табличка на въезде, из-за обильных осадков храм временно закрыт до дальнейшего уведомления. А затем, совсем недалеко от этого места, также на самом юге города, оказалась еще целая улочка похожих храмов, расположенных один за другим стена к стене. Лин Сен Тонг, Нам Тин Тонг и Сам Пох Тонг. И вот во второй даосский храм Нам Тин Тонг я смог попасть внутрь. Там все оказалось размеренно, спокойно и очень аскетично. Посетителей храма было немного, и я вроде никому не мешал. Так что немного прошелся по внутренним залам. Все же использовать пещеры как помещение – это интересная идея. Прогулялся и снаружи храма. Там есть небольшой скверик со статуей Будды, скамейками и разными скульптурами. А еще целая колония обезьян. К ним там, похоже, очень спокойное и заботливое отношение, и приматы чувствовали себя буквально как дома. Даже давали подойти к себе довольно близко. Что касается самого Ипоха, до прогулки по его улочкам добрался лишь вечером, когда стемнело. Ипох – достаточно крупный город, столица штата Перак. В нем довольно много муралов и арт-объектов, и некоторые считают Ипох неофициальной хипстерской столицей Малайзии. Я дошел до центрального вокзала, но на главных улицах этой особенности почти не заметил. Хотя сам вокзал и некоторые другие постройки в этом районе мне показались довольно живописными. А на пути обратно в отель я забрел на одну улочку, превратившуюся в ночной рынок одежды и всяких других товаров. Было очень похоже на какую-то ярмарку. И на удивление там было очень людно, несмотря на позднее время.
Возможно, в эпохе стоило бы остановиться подольше, чем на один вечер. Но я предпочел длительную остановку на Ланкаве. Именно туда я направился на следующее утро. У меня был зарезервирован паром на архипелаг из городка Куала-Перлис. Дожди остались позади, на восточном побережье, так что ехалось просто шикарно. Но напоследок была еще одна остановка в городке Куала-Кангсар, всего в 40 километрах от Ипоха. Мечеть Убудия, небольшая суннитская мечеть, которая очень зацепила меня своей архитектурой. Кстати, она была спроектирована тем же архитектором, который отвечал за ЖД вокзал города Ипох. Луковичные купола центрального зала, башенок и 4 минаретов в моем представлении заметно перекликаются с архитектурой азиатских буддийских храмов, едва ли не сильнее, чем с классическими мусульманскими мечетями. Заглянул и внутрь Убудии. Причем на входе там ведут журнал посещения и приятно удивились посетителю аж из России. Мечеть строили 4 года, с 1913 по 1917. Стройка несколько раз прерывалась, причем самой неожиданной для меня причиной стала драка слонов. 2 слона, принадлежащие султану и Раджа Чулану, что-то не поделили и в процессе разборок повредили большое количество итальянской мраморной плитки. Кстати, итальянская плитка использована не только в залах, но и в экстерьере мечети для добавления темных полос на белое здание. В общем, уже к обеду я добрался до Куала-Перлис, городка на самом северо-западе Малайзии, почти на границе с Таиландом. Регистрация на паром прошла без проблем, 3 часа хода по водам Малакского пролива, и я оказался на острове Ланкави, самом популярном курорте страны. Но если вы думаете, что меня там привлек пляжный отдых, то глубоко заблуждаетесь.